Здравствуйте, друзья! Вы на канале Алушка. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по созданию вот таких простых, милых колечек из бисера и кристаллов Сваровски. Приятного просмотра и приятного творчества! Сегодня работаем иглой 12 размера, нить 50 размера. Возьмем нить порядка метра, сложим вдвое и оба конца вставим в иглу. С другой стороны образуется петелька. Наберем 3 бусины. Работаем сегодня 15 размером, поэтому я не буду обозначать номер, просто говорим бусину. Пропустим нить в петельку с другой стороны и затянем. Хорошо затянем. У нас получился вот такой маленький элементик. Нить выходит по направлению вниз. Наберем 2 бусины и пройдем в исходную бусину с противоположной стороны. Хорошо подтянем и пройдем в следующую бусину. Вновь возьмем 2 бусины бисера, вернемся в исходную бусину, и еще одну. И хорошо подтянем. Вновь наберем 2 бусины, вернемся в исходную, хорошо подтянем и еще в одну бусину. Так, цепочка уже проглядывается. 2 бусины. Возвращаемся в исходную с противоположной стороны. Хорошо затягиваем и проходим еще одну бусину. Вновь берем 2 бусины, возвращаемся с противоположной стороны. И проходим еще в одну бусину. Вот такая цепочка получается. Делаем такую цепочку нужной нам длины.
Сделав таким образом цепочку некоторой длины, примерим. Если длины цепочки достаточно, то замыкаем цепочку в кольцо. Кольцо на мизинец получается на 16 жемчужин 2 миллиметра. То есть делаем вот такое количество мотивов в цепочке. При соединении нить у нас, получается, выходит вниз. И два элемента должны быть внизу. Два. Вот этот ряд бусинок должно быть на одну больше, чем здесь. Как мы соединяем? Нить выходит вниз. Пройдем на противоположной стороне, вот в эту бусинку, тоже вниз, снизу вверх. Возьмем одну бусину и вернемся в исходную. И хорошо подтянем. Все, колечко соединено. Можно пройти эту зону еще раз, конечно, чтобы хорошо стянуть. Покажу соединение цепочки в кольцо еще раз на более крупном бисере. Нить выходит вниз, средний ряд. С противоположной стороны, снизу вверх, войдем в бусину среднего ряда, этого среднего ряда. И стянем. Возьмем одну бусину и вернемся в исходную бусину с противоположной стороны. Все это хорошо стягиваем. Так, вот цепочка соединена. Еще раз можем вернуться в эту бусину. Вот такая основа получилась. Теперь, что ж тут все. Вот такая основа получилась. Ну и далее выводим на одну из сторон и приплетаем декоративные элементы. Наше кольцо соединено. Теперь из этого ряда центрального, у нас 3 ярко выраженных ряда. С одной стороны, с другой стороны и центральный ряд. Куда у нас выходит здесь ниточка, получается? Вот на эту сторону. Выйдем на одну из сторон. И приплетаем между вершинками жемчуг 2 миллиметра. Используем ровно то натяжение, которого требует полотно. То есть не перетягиваем сильно, но и не расслабляем.
Вот что получается. Пройдем таким образом весь ряд. Вот что получится на данном этапе. Теперь пройдем еще несколько бусин по этому ряду и подтянем. Далее переведем нить на противоположную сторону. И проделаем все то же самое. То есть между вершинками приплетаем по одной бусине жемчуга. Проходим таким образом весь ряд. Вот что получилось. Вот такое милое колечко. Простое и милое. Теперь нужно пройти, конечно, все второй раз. Не сильно стягивая, ну прямо совсем по чуть-чуть. Чтобы закрепить конструкцию, конечно, потому что немножечко погуливает тут что-то. Нужно, чтобы более устойчивая конструкция была. Мы просто усиливаем ее нитями. То есть не подтягиваем, а просто проходим. Пройдем так и с одной, и с другой стороны. Так, вот колечко прошли мы и с одной, и с другой стороны по рядам жемчужинок. Теперь выйдем в средний ряд и проделаем все то же самое. Не затягиваем, просто проходим нитью, чтобы усилить конструкцию, чтобы она была более устойчивая. Колечко будет более жестким. Так по одной бусинке проходим весь ряд. Так, вот наше колечко готово. Закрепляем ниточки. Делаем узелки между бусинами. Между несколькими бусинками сделать нужно узелки. Обязательно, чтобы ниточка закрепилась. Все, наше колечко готово. Примеряем, наслаждаемся своей работой и обязательно выгуливаем украшения. Вот такой же вариант колечка с бисером, с напылением серебром. Спасибо за внимание и приятного всем творчества!